Через месяц на очередной консультации уровень АМГ у нее 1,8. Что же самое главное в женском здоровье? О каком сбережении или лечении оставшегося потенциала яичников может идти речь во время такой терапии? Им бездумно поставили диагноз «плохой авариальный резерв» или кучу других псевдодиагнозов, чтобы потом отправить на ЭКО или на пожизненную гормонотерапию. Нужно ли пить препараты, которые делают ваше тело уродливым, больным и нежеланным? Фейковый цикл втихую еще больше разрушают женское здоровье, которые спросят меня, а все-таки можно ли увеличить авариальный резерв и продлить жизнь яичников? И я вам отвечу честно, можно и нужно. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В этом видео я расскажу вам о раннем истощении яичников у женщин из-за тех или иных причин, об этом синдроме. Также расскажу о первых признаках преждевременного синдрома преждевременного истощения яичников, что предлагают гинекологи в этом случае. И, естественно, расскажу, какие есть альтернативные и работающие методы восстановления здоровья при синдроме раннего истощения яичников. И сразу скажу, я не гинеколог, я врач-психотерапевт и остеопат. И уже много лет помогаю женщинам и мужчинам преодолевать барьеры собственного сознания и подсознания на пути к здоровью и осознанности. Также занимаюсь репродуктивными расстройствами у женщин. Да, в это сложное время мы все меньше и меньше доверяем телевизору и сладким речам врачей в поликлиниках, в медицинских центрах, в телевизорах, которые вместо того, чтобы помочь восстановить здоровье, прописывают кучу дорогостоящих таблеток, гормональных препаратов и других ненужных процедур, от которых здоровье еще ухудшается. И от постоянных трат здоровья и кошелек становится тоньше. Я надеюсь, что это видео убережет вас от непоправимых ошибок в лечении синдрома раннего истощения яичников у женщин. Посмотрите его до конца, и вы все поймете сами. Я заметил, что в последнее время все больше и больше людей обращают внимание на свое здоровье, на качество еды, на питание, да и вообще на образ жизни в целом. Да, все мы хотим как можно дольше сохранить свое здоровье, продлить подвижность и молодость. И пока есть время успеть родить и вырастить здоровых детей. А что же самое главное в женском здоровье? Где находится та часть, которая дает и молодость, и красоту, и здоровье, и детей? И как это ни странно, этот ресурс есть в вашем авариальном резерве или в вашем запасе яичников. Именно он лежит в основе вашей молодости, женского вашего здоровья, возможности зачать, выносить и родить здоровых детей, ваших детей, ваших наследников. Ну, короче говоря, это запас ваших жизненных сил. Это ваше настоящее и будущее до самого климакса. И в последние годы я все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что молодым женщинам до 40 лет ставят диагноз раннее истощение яичников или истощение яичников, или снижение авариального резерва, или низкое качество яйцеклеток, или кучу других псевдодиагнозов, чтобы потом отправить на ЭКО или на пожизненную гормонотерапию, от которой еще хуже. И потом с полуразрушенным здоровьем, когда врачи, кроме таблеток, ничего предложить не могут, а спокойно жить уже нет никакой мочи, эти женщины обращаются ко мне за помощью. И они получают ее на консультациях, на курсах, на тренингах. А сейчас давайте попробуем в этом видео разобраться. Действительно ли это истощение яичников? Или это просто реакция нервной системы на стресс? Какие же главные факторы влияют на преждевременное истощение яичников? Раньше и всегда считалось, что главным фактором является возраст. Да, это так. Но сейчас, в наш интересный информационный век, век современной медицины, ситуация
почему-то поменялось. Очень часто ко мне обращаются женщины, которым нет еще и 40 лет, а некоторым даже и 30, им бездумно поставили диагноз плохой овариальный резерв или синдром преждевременного истощения яичников. И загнали в стресс еще глубже. Напряжение и стресс это стали частью их жизни. Смотрите, овариальный запас определен генетически, но он зависит от многих факторов. Это и курение, это и нервы, это и алкоголь по выходным, это и аборты, это и длительный и не очень длительный прием оральных контрацептивов, плохое питание, смена половых партнеров, промискуитет, любые операции на яичниках, любые стимуляции овуляции. Все это истощает овариальный запас яичников у женщины. И есть еще один немаловажный фактор, о котором абсолютно все забывают. Это уровень и качество мышления. Уровень и качество здравого смысла любого человека, особенно женщины. Так что же такое на самом деле синдром преждевременного истощения яичников? Ну, это состояние, при котором резко снижается репродуктивный потенциал яичников, и ключевой показатель этого – снижение овариального резерва. А какие признаки, вы спрашиваете, у преждевременного истощения яичников? Ну, их много, их очень много. Скажу вам основные. Это когда менструальный цикл становится короче, то есть лютеиновая вторая фаза укорачивается и составляет всего 10 дней, а у некоторых и меньше, и развивается недостаточность лютеиновой фазы цикла. Соответственно, развивается гиперэстрогения, а это проблема и причина многих проблем в женском организме. Дальше эта менструации становятся обильными в начале, а потом быстро скудеют, и их продолжительность уменьшается до 1-2 дней. Дальше это низкий уровень эстрогенов в крови и повышенный фолликулостимулирующий гормон ФСГ. Дальше это низкий уровень ингибина B. Дальше это повышение ТТГ, тиреотропного гормона. В 25% случаев на снижение овариального резерва влияют аутоиммунные процессы в организме, в частности в щитовидной железе. Но и у этого тоже есть свои психологические причины. Дальше это низкий показатель теста на АМГ, антимиллеров гормон, когда меньше единицы. Хотя я лично знаю много женщин, которые сами родили и успешно зачали с уровнем АМГ ниже 0,3. Если у вас есть такие или похожие признаки, то нужно делать определенные действия по восстановлению своего репродуктивного здоровья, чтобы продлить свою молодость. А некоторым или многим женщинам реализовать свою мечту и родить здорового ребенка. Сейчас считается, что главным показателем овариального запаса является антимиллеров гормон. Он вырабатывается в яичниках у женщин и в яичках у мужчин. Но это считается, только считается. На самом деле не так. Потому что на его синтез не влияет ни гипофиз, ни гипоталамус. Поэтому сдавать кровь для исследования на АМГ можно в любую фазу цикла. А помните, что ресурс половых желез закладывается в момент зачатия в виде первичных фолликулов, и именно от первичных примордиальных фолликулов зависит уровень АМГ. Более подробно об АМГ и ресурсе яичников я говорил в этом видео. Примордиальных фолликулов может быть очень много, от сотен тысяч даже до миллионов. Это зависит от возраста и здоровья родителей. Главное, от их любви и страсти в момент вашего зачатия. А еще я наблюдаю, и даже не знаю, как это объяснить, что у женщин после некоторых процедур и выполнения рекомендаций моих уровень АМГ часто повышается. Не сильно, но все-таки повышается. Например, не так давно у меня на консультации была женщина с уровнем антимиллерова гормона 0,9. Через месяц на очередной консультации уровень АМГ у нее 1,8. И такое бывает достаточно часто. Почему так происходит, я не знаю. У меня есть своя теория, и думаю, что она правильная. А теперь давайте разберемся, что могут предложить вам гинекологи
при диагностированном синдроме истощения яичников. Но в традиционной практике лечения истощения яичников при сниженных показателях АМГ женщине, не разбираясь в причинах, выписывают заместительную гормональную терапию. Но это полный абсурд. Это ужас. Абсолютный ужас. О каком сбережении или лечении оставшегося потенциала яичников может идти речь во время такой терапии? Бессмыслица. На синтетических гормонах яичники погаснут еще быстрее, как и все остальное здоровье. Ответьте сами себе на вопрос. Нужно ли пить препараты, которые делают ваше тело уродливым, больным и нежеланным? Вам прежде всего нужно начать восстанавливать общий потенциал своего здоровья и жизненных сил. Я знаю женщин, которым за 40, им при критически низких показателях АМГ было отказано в ЭКО, хотя они имеют регулярные менструации. Но после того, как они начали сами восстанавливать естественным образом свои яичники и здоровье, они смогли зачать, выносить и родить здоровых детей при АМГ ниже 0,03. Да, такое возможно. Главное, чтобы женщина раньше времени не начала думать про себя, что она в пременопаузе, и главное, перестала верить всем тем, кто ее запугивает и лишает здравого смысла, а не поддерживает и дает ресурсы для восстановления. Помните и включайте голову и здравый смысл. Гормональные препараты не лечат, не улучшают качество оставшихся фолликулов. Они не восстанавливают овариальный запас и не делают женщину здоровой. Ни в коем случае. Единственное, что они делают, это создают видимость здоровья. Фейковый цикл, втихую еще больше разрушают женское здоровье и обогащают фармкомпании. Потому что синтетические половые гормоны, как говорят, приходится пить пожизненно. Это еще одна ложь. Некоторые спросят меня, а все-таки можно ли увеличить овариальный резерв и продлить жизнь яичников? И я вам отвечу честно. Можно и нужно. И смотрите, что происходит. До недавнего времени считалось, что примордиальные фолликулы являются одними из единственных клеток, которые не восстанавливаются в организме. Все, что может женщина, это тратить их с той или иной скоростью в зависимости от психического и физического качества ее жизни. И далее все это влияет на продолжительность жизни и репродуктивное качество ее детей. Но последние научные исследования показали, что женщины фактически могут производить фолликулы в течение всего своего репродуктивного возраста, всей своей фертильной жизни. Ученые обнаружили стволовые клетки в яичниках, которые производят новые яйцеклетки. Вот ссылка на исследование, посмотрите его. Понимаете, как это важно для вас? Вот почему те женщины, которых я знаю, смогли забеременеть при низком АМГ. И вот почему их АМГ через время оказался выше. Но несмотря на эти исследования, все-таки возраст имеет влияние на производство новых яйцеклеток. Потому что яичники и весь организм в целом продолжают стареть. Если вам нет еще и 40 лет, и есть уже диагноз синдром истощения яичников, или раннее истощение яичников, или снижение овариального резерва, то сейчас ваш упор должен быть направлен прежде всего на сохранение оставшихся фолликулов, на улучшение их качества, также на улучшение вашего общего здоровья в целом, на улучшение здоровья матки не гормональными препаратами, которые приближают климакс, а с помощью изменения образа жизни, питания, лечебных трав, натуральных добавок пищи, биорегуляторов и увеличения кровообращения чистой крови в репродуктивной системе. Именно все это имеет первостепенное значение. Я очень часто вижу подтверждение, что яичники очень ресурсный орган. И даже при генетически малом овариальном резерве можно снизить скорость растраты яичникового потенциала
И тогда можно долго прожить, находясь в цветущем репродуктивном возрасте. А потом плавно войти в менопаузу, в климакс, без потерь больших в здоровье. И вы можете оставаться привлекательной, здоровой и желанной еще очень много лет. Поэтому основное внимание на консультациях и в курсе по естественному улучшению функционального состояния яичников, улучшению авариального резерва и организма в целом будет уделено много времени грамотному очищению организма с учетом состояния репродуктивной системы женщины. А еще улучшению питания репродуктивных органов, восстановлению эндокринной системы и поддержанию оптимального здоровья яичников, фаллопиевых труб и матки с помощью питания, с помощью специальных упражнений, терапии лекарственными травами и другими способами, без гормонов, без побочных эффектов. А сейчас самое главное. Прямо сейчас перестаньте волноваться. Обратите внимание внутрь себя и поймите, что ваше ментальное, ваше психическое, нервное здоровье имеет первостепенное значение. Ваши мысли – это ваша жизнь. Какие они, такая ваша и жизнь. Такие и результаты ваших действий, но не наоборот. Расскажу вам историю, которую женщина рассказала на консультации, на одной из консультаций. В 33 года она проходила обследование. Тогда у нее был не лучший период жизни. Развод, трагедии и многое другое. На обследовании ей сказали, что у нее истощение яичников и почти менопауза. В 33 года нужно срочно замораживать клетки, яйцеклетки или делать ЭКО, потому что через полгода будет уже поздно. Естественно, она согласилась, потому что ей прямым текстом сказали, что она никогда не станет матерью. К сожалению, ее, как и многих других женщин, обманули. Естественно, она испугалась, она пошла на ЭКО. Первое было неудачным, потом второе тоже неудачное, потом третье тоже неудачное. После четвертого ЭКО у нее полностью прекратился менструальный цикл. И вот в поисках помощи она написала мне в WhatsApp. Осознание, что она сама себе почти разрушила здоровье из-за некомпетентности врачей и своего страха, было жестким, но это было нужно. Это один из процессов становления личностной зрелости. Естественно, мы долго работали. У нее были для этого ресурсы. И прежде всего с мышлением, потому что я, прежде всего, врач-психотерапевт. А потом работали восстанавливали организм после длительного уничтожения его гормонами и деструктивными мыслями. Хочу сказать, что у нее все получилось. У нее получилось восстановить здоровье. Она, конечно, еще не зачала малыша, но я уверен и вижу, что у нее это получится. А сейчас я говорю вам спасибо, что посмотрели это интересное видео до конца. Когда у вас будет возможность, запишитесь на онлайн-консультацию или ко мне, или к другому врачу или специалисту, чтобы уже сегодня начинать восстановление своего здоровья, своей судьбы, своей жизни. А я желаю вам счастья, как всегда. Ваш доктор Павел Сапегу. И еще хочу предложить вам мой новый курс, который называется «Обретение себя настоящей». В нем вы получите очень много практических инструментов для нахождения самой себя, для нахождения ресурсов, чтобы жить дальше, для нахождения ресурсов, чтобы обретать контакт с собой и жить той жизнью, которой вы уже так давно хотите жить. До встречи. Как расслабиться? Как достичь расслабленности тела и спокойствия души? Как успокоить душевную боль? Где то место, когда ты чувствуешь себя в покое и расслаблении? Ты задумывалась? Это просто. Это место там, где тебе хорошо. Просто и по факту. Где ты в безопасности, в безусловности, где никто не хочет сделать тебе больно, где веет теплом, где молчит телефон, и ничего не откладывается на потом, на когда время придет, на когда деньги будут, на когда стану здоровой, на когда встречу любимого и выйду замуж.
потому что времени в этом месте нет. Оно ушло, потерялось и не собирается возвращаться. В месте, где тебе спокойно, все течет и меняется. Люди проходят через тебя чередой, и эти люди для тебя как волхвы с дарами. И ты вдруг понимаешь, вот оно, твое время силы. Это место, где ты позволяешь сама себе отпускать и забывать, и ни о чем не думать. И это место прямо здесь и сейчас. У дней стираются контуры, у месяцев буквы в названиях, в датах цифры. Убирается этот тонкий фальшивый слой страдания, которое ты придумала сама себе. Так вторник становится днем, когда какая-то часть меня умерла, а четверг – днем, когда я полюбила снова. Эмоции, чувства, желания – все это перестает захлестывать тебя с головой, выжигать дотла, вымораживать до состояния хрупкой крошки. Чужие истерики превращаются в декорации, в которых тесно, неинтересно, грустно, пресно, пусто, и ты выходишь из этого театра вон, не дожидаясь антракта. Тебе просто неинтересно. Ты устала от этого. Точка, где ты спокойна, не требует спешных решений, наоборот. Чем продуманнее, тем лучше. Некоторые из вас зреют годами, а затем проклевываются за одну ночь. На утро ты просыпаешься другим человеком, другой женщиной. По-новому смотришь на мир и несешь себя бережно и осторожно. Так обретается смысл, появляется цель, меняется глубина резкости и приходят ответы. Они приходят. Их не обязательно понимать сейчас, достаточно знать, что они есть. Они здесь и пребудут с тобой, пока ты не поймешь. Пока не захочешь понять. Все начиналось с того места внутри тебя, когда ты чувствуешь себя в расслабленности тела и в спокойствии души. До встречи на этом маленьком курсе обретения себя настоящей.